Всем привет! Поздравляем очаровательных леди с праздником весны! Сегодня будет 3 аппетитных как женщина блюда с блинами. И первым делом узнаем, из чего они получаются вкуснее. Из крахмала или все-таки из пшеничной или рисовой муки. А после этого вас ждет подборка отличных рецептов, начиная с мясных блинчиков и завершая десертом, который погрузит вас в романтическую атмосферу. И еще нам интересно знать, с какими начинками вы любите блины. Пишите об этом в комментариях. А сейчас ударим дружно по диете блинами, которые я хорошо готовлю с детства и которые обожают в нашей семье. Нам потребуется 500 грамм просеянной пшеничной муки, 2 щепотки соли, 1,5 столовой ложки сахара, 2 яйца, литр 200 молока и 3 столовые ложки растительного масла. Все хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков, и жарим на сковороде без добавления масла, так как мы его уже добавили прямо в тесто. А если у вас нет антипригарной сковородки, то влейте еще 1 или 2 столовые ложки растительного масла. Наливаем тесто на раскаленную сковородку и одновременно вращаем ее по кругу так, чтобы тесто покрыло дно ровным тонким слоем. Как только блинчик подрумянился со второй стороны, снимаем со сковороды. Теперь приготовим модные блинчики из рисовой муки. На 2 порции нам потребуется 6 столовых ложек просеянной рисовой муки, 200 мл молока, 2 яйца, 1 столовая ложка сахара, щепотка соли и 60 мл растительного масла. Если желаете более тонкие блины, то добавьте еще 50 мл молока. Для третьего рецепта берем 8 ложек кукурузного крахмала, 2 щепотки соли, 1,5 столовой ложки сахара, 3 яйца, 500 мл молока и 3 столовые ложки растительного масла. Тесто хорошо перемешиваем и жарим, не забывая каждый раз перед готовкой перемешивать крахмальное тесто, ведь оно имеет свойство оседать, кстати, как и рисовое. Пришло время попробовать и выбрать самые вкусные. Итак, самые легкие в приготовлении – это пшеничные блины. А вот крахмальные – самые капризные, но в то же время они получаются самыми тонкими, самыми нежными и самыми изысканными. Теперь переходим к мясу. На 6 блинов достаточно 300 грамм говядины. Сначала режем мясо на куски, а затем его рубим ножом. Потери сока в этом случае минимальны, и готовое блюдо из рубленого фарша получается более сочным. Далее шинкуем полукольцами 80 грамм лука-порея и наливаем в сковородку растительное масло. Сначала обжариваем лук в течение 5 минут, часто помешивая. Уменьшаем немного огонь и кладем фарш. За пару минут до готовности добавляем пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку орегано, пол чайной ложки тимьяна, свежую петрушку и для остроты приправляем мясо перцем. У нас это мексиканские перцы анка и чили пасилья. Мясную начинку заворачиваем в блины и переходим к быстрому соусу. Нарезаем мелко листья петрушки, добавляем пол чайной ложки сухого чеснока, соль по вкусу и грамм 150 сметаны. Перемешиваем и подаем блины с белым соусом. Эти блины с выраженным мясным вкусом, с оттенками душистых трав и легкими острыми нотками превзошли все наши ожидания. Еще 2 блинчика и расходимся, шептали мне швы на юбке. Переходим к шоколадному блинному торту. Для него мы выбрали пшеничное блинное тесто и в него дополнительно добавили 4 столовые ложки какао и 50 мл воды.
Теперь приготовим простой крем. Берем 180 грамм сгущенки и смешиваем с сыром маскарпоне. 500 грамм будет достаточно. Далее смазываем тонкие коржи сырным кремом. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник минимум на 3 часа. После этого вам будет легко поделить торт на кусочки. Пирожные уже и так хороши, но совершенству нет предела. Поэтому помещаем их на кулинарную решетку и растапливаем в микроволновке шоколадную зеркальную глазурь, перемешивая каждые 15 секунд до однородной консистенции. Полив пирожные шоколадом, отправляем их в прохладное место на несколько часов. Перед подачей можно украсить десерт кондитерским кружевом, сладкой посыпкой или сахарной пудрой. Только здесь есть нюанс. Пудра в зеркальную глазурь быстро впитывается, поэтому украшать стоит перед самой подачей. Для меня здесь оптимально все. Эстетический внешний вид, а в тандеме с шоколадом еще и безумно вкусно. Третьим приготовим самый романтический рецепт на сегодня – блинчики с сюзет. Нам потребуется цедра одного лимона и апельсина. Далее выдавливаем 20 мл лимонного фреша и 200 мл апельсинового. Отдельно соединяем 1 чайную ложку крахмала и небольшое количество воды. Для соуса сюзет карамелизируем сахар. Разогреваем сковородку и высыпаем 135 грамм сахара. Постоянно помешиваем, пока сахар не начнет таять. Когда сахар весь расплавился, добавляем 110 грамм сливочного масла и ждем, пока оно растает. Затем идет цедра, весь сок и разведенный в воде крахмал. Все, соус практически готов. На этом можно даже остановиться. Но мы приближаемся к самому волнующему моменту. В целях экономии и масштабного спецэффекта вместо 100 мл ликера Куантро вливаем 150 мл теплого рома и поджигаем. И пока не забыла, если вы наслаждаетесь пламенным эффектом так же, как и мы, то смотрите по ссылке вверху, какие фееричные блюда можно приготовить еще. Когда спирт испарился по максимуму, в соус погружаем блинчики и поливаем сверху. Пропитываем их несколько минут в ароматном сиропе, выкладываем на тарелку и подаем шариком ванильного мороженого. Если почувствуете яркий цитрусовый аромат десерта Креп Сюзет, вы его никогда не забудете. А когда ощутите его кисло-сладкий, потрясающий вкус, то придется готовить еще и еще, пока он не станет вашей фамильной фишкой. И это просто чудесно. Ведь скоро начнется Масленица. Да здравствуют вкусные блинчики и плюс 3 килограмма. Пора записаться в спортклуб, скоро лето. Хотя не спешите с диетами, ведь Андрей для вас подобрал новые оригинальные рецепты пиц. Смотрите уже на следующей неделе. Не забывайте лайкать и рекомендовать друзьям. Ведь только от этого зависит первый миллион. Любим вас и ценим. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!